Hello, welcome to Azerbaijan, Saki. Hoş gelmişsiniz Yetli Gözel Şelalesi'ne. Welcome to Yetli Gözel Waterfall. Привет всем, водопад 7 красавиц, Габалинский район, Габала. Привет, откуда? Привет из Башкортостана. Из Уфы привет. Come to Tufanda and have fun. Namaste. Hello, I'm from Nepal. Друзья, привет! В этом выпуске я расскажу о нашем недавнем путешествии по северо-западному Азербайджану. Началось все с Шамахы, города, где под сводами Джума-мечети хранится дух 8 века. Дальше дорога вела через Аксуинский перевал, один из самых живописных в стране. Серпантины, панорамы и ощущение, что облака едут рядом с тобой. Сегодня я покажу вам азербайджанскую Швейцарию, а именно город Габала и его окрестности. Этот регион называют так за чистый воздух, альпийские пейзажи и атмосферу уюта, которую чувствуешь с первых минут. Габала – это место, где Азербайджан раскрывается с неожиданной стороны. Габала сочетает в себе древность и современность. Руины столицы Кавказской Албании соседствуют с канатными дорогами, горнолыжными трассами и спа-отелями. А озеро Нохургёль, водопад 7 красавиц и горнолыжный курорт Фандак – это не просто достопримечательности, а места, где хочется задержаться, чтобы почувствовать ритм природы. Все эти три локации я подробно описываю и показываю в сегодняшнем видео. Друзья, в закрепленном комментарии и в описании ролика я добавлю плейлист про Азербайджан, где вы можете посмотреть и изучить другие мои ролики. Всем приятного просмотра! Друзья, всем привет! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь ссылками, пишите комментарии. Я для вас стараюсь. В Азербайджане Джума-мечеть считают самой древней на Кавказе. Она основана в 743 году в городе Шамаха. Также отмечу, что в этом же веке, в 733-734 годах, была построена Джума-мечеть в Дагестане. В России ее считают самой древней мечетью на Кавказе, а в Азербайджане самой древней мечетью считают Джума-мечеть, Шамахинскую Джума-мечеть. На территории Джума-мечети в Шамахе находится стела с арабской надписью, которая имеет важное историческое значение. Эта стела, или памятная плита, содержит арабскую вязь, указывающую дату основания мечети. Именно по этой надписи в начале 20 века была определена точная дата постройки мечети, что сделало ее одной из самых ранних исламских святынь на Кавказе. Стела служит своеобразным паспортом мечети и свидетельствует о древности сооружения, а также о его принадлежности к ширванской архитектурной школе. Hello. From which city? From China, Chinese. Chinese country. Which Beijing, city? Beijing, Chinese Beijing. Near which big city? English very badly. В Джума-мечети предусмотрены отдельные входы для мужчин и женщин. Архитектурно мечеть разделена на 3 зала, каждый из которых имеет свой отдельный вход и михраб. Женщины могут заходить только в специально отведенные для них помещения, а не в центральный зал для молитв. И для них предусмотрены отдельные комнаты или секции. При входе женщинам обязательно выдают платки и длинные юбки, чтобы соблюдать дресс-код. Как и в большинстве мечетей мира, в Джума-мечети принято разуваться у входа на ковровое покрытие. Это важное правило уважения и чистоты в исламской традиции. Сейчас гид рассказывает нам про железное дерево. Железное дерево в Джума-мечети – это самшит,
который использовался для укрепления конструкции мечети. В частности, мощные стены мечети были усилены балками из железного дерева самшит, что придавало зданию дополнительную прочность и устойчивость к разрушениям, включая землетрясения и другие природные воздействия. Эта технология помогла мечети выдерживать сильные сейсмические толчки, в том числе разрушительные землетрясения 1607, 1669, 1859 и 1902 годов. Сейчас показываю великолепный купол мечети, украшенный традиционной исламской орнаменталистикой и арабской каллиграфией. Купол выполнен в классическом исламском стиле. Он многоугольный, с центральной люстрой, которая подчеркивает высоту и торжественность пространства. Вокруг люстры видны сложные геометрические узоры, характерные для исламской архитектуры. Центральная часть купола украшена большой хрустальной люстрой, которая не только освещает пространство, но и служит декоративным акцентом. Сейчас показываю вам каменную решетку. Это элемент традиционной исламской архитектуры, который называется джали или мушарабья. Канадские архитекторы и инженеры консультировали по вопросам укрепления конструкции купола и применению современных технологий для обеспечения сейсмоустойчивости здания. Сейчас показываю вам михраб. Михраб – архитектурная ниша в стене мечети, указывающая направление на Мекку, киблу, в сторону которой мусульмане совершают молитву. Михраб обычно богато украшен. На видео видно сложную мозаику, орнаменты и арабскую каллиграфию с кораническими аятами. Кстати, в этой мечети молятся и сунниты, и шииты. Правее видим минбар – это деревянный резной кафедральный амвон. Его используют для пятничных проповедей – фут. И этот минбар украшен сложной резьбой, исламскими орнаментами и арабской каллиграфией. В джума мечети по пятницам совершается пятничная молитва джума намаз, обязательное для мусульман коллективное богослужение. Пятничная молитва – важный религиозный ритуал, собирающий большое количество прихожан, и именно поэтому мечеть носит название джума, что в переводе с арабского означает «сбор» или «пятница». В 1902 году Шамаху потрясло одно из самых сильных землетрясений в истории города с магнитудой около 6,9 баллов. Кроме жилых построек пострадали и многие исторические здания, включая знаменитую джума-мечеть, которая получила значительные повреждения и была частично разрушена. После землетрясения в Шамаху прибыла специальная комиссия под руководством инженера принца Шахкули Мирзы Каджара, которая исследовала разрушения, в том числе и состояние мечети. В результате катастрофы мечеть была настолько повреждена, что в 1905-1910 годах на ее месте по проекту архитектора Плошка была построена новая мечеть. С 2010 по 2013 год проходила капитальная реставрация и реконструкция мечети. Кроме самого здания благоустроили двор, построили 2 бассейна, 6 галерей, двухэтажное административное здание, библиотеку, конференц-зал и бытовые помещения. Торжественное открытие после реставрации состоялось 17 мая 2014 года.
Ну что ж, поехали дальше. Надеюсь, вы не уснули, пока слушали исторические факты про древнейшую мечеть. Не все любят слушать такое, но это древнейшая мечеть Азербайджана, поэтому посвятил ей такой кусок видео. Едем дальше, в сторону Габалы. Дорога относительно живописная, но самые живописные маршруты я видел в Карачаево-Черкесии, на Северном Кавказе. Дорога вела через самый длинный перевал Аксуинский. Проезжаем город Аксу, его назвали также Новая Шамаха, так как после землетрясения значительная часть населения мигрировала в Аксу. Аксу дословно переводится как Ак, белая, Су, вода, так как камни в реке белого цвета. Проезжаем сейчас площадь флага в Аксу. Сейчас едем уже по территории Исмаилинского района, проезжаем город Исмаилы. Город Исмаилы в Азербайджане славится уникальной природой, древними памятниками и богатой культурой ремесел. В районе сохранились руины крепости Джаваншира, Девичья башня и другие оборонительные сооружения, связанные с историей Кавказской Албании и Ширвана. Планирую в будущем посетить его исторические села Лагич, центр медного ремесла, и Баскал, который известен традициями шелкопрядства. Сейчас у нас перерыв обеденный на стыке Ивановки и Исмаилов, кафе Чинар. Место живописное, покажу немножко территорию вокруг кафе. Атмосфера спокойная, умиротворенная. Беседки довольно интересны своей архитектуры, они выглядят ухоженными и вписываются в природный ландшафт. Стены кафе выполнены из дерева, что придает помещению традиционную и гостеприимную атмосферу. Приятного аппетита жителям Уфы. На потолке свисают лампы на веревках с необычными бирюзовыми креплениями, создавая кавказский уют. На стене висит шкура животного, думаю, это медведь, как декоративный элемент. Поверх нее два маленьких флага – Азербайджана и Турции. Прогноз погоды 4 градуса. Дорога Исмаилы-Кабала написано. Мы поели вкусный чечевичный суп мерчи, салатик и двинулись дальше в путь. Ну вот мы и доехали до Габалы. Сейчас буду показывать водопад 7 красавиц. На прилавках у входа продают домашние лакомства и сладости. Это банки с вареньем и джемами из местных фруктов: инжир, айва, кизил, шелковица, тут. Компоты и соки, банки с медом. Проходим мимо фотозоны у входа на территорию водопада 7 красавиц Йетти Гюзель. Это своего рода символическое приветствие туристам и гостям. Сердце, украшенное цветами с надписями «Йетти Гюзель», в переводе с азербайджанского «7 красавиц», один из самых узнаваемых элементов у водопада. Таблички рядом гласят: фото на фоне сердца стоит 1 манат, вход на территорию 2 маната, около 1 евро. Водопад 7 красавиц расположен в окрестностях города Габала, в поселке Вандам. Это место не просто природная достопримечательность, а поэтический символ Азербайджана, где природа и легенда переплетаются в единое целое. Название поселка Вандам никак не связано с актером Жан-Клод Ван Даммом. Это совпадение звучания действительно забавное. Существует несколько версий происхождения названия
Вандам. По одной из них вен означает ясень, дам – крыша, то есть ясеневая крыша. Предполагается, что в старину дома в этом районе строились из ясеня, и это отразилось в названии. Расскажу забавный факт. В 2019 году в поселке действительно установили памятник Жан-Клоду Ван Дамму в натуральную величину, сидящему в фирменном шпагате, в знак уважения и с долей юмора. Актер даже поблагодарил жителей в соцсетях. Привет всем! Водопад 7 красавиц. Габалинский район. Габала. Привет, откуда? Привет из Башкортостана. Из Уфы привет. Водопад находится примерно в 3-4 километрах от поселка Вандам в предгорьях Кавказа. Это каскад из 7 водопадов, стекающих по склону горы, окруженный густым лесом. До первых 4 каскадов можно добраться по крутой лестнице. Остальные доступны только самым выносливым путешественникам. Название водопада связано с 7 каскадами, каждый из которых по-своему уникален и красив. Полезные советы для туристов: лучше приезжать рано утром или в будний день, чтобы избежать толп туристов. В холодное время года часть маршрута может быть недоступна из-за льда. Первые 4 каскада – это туристическая зона. Эти каскады оборудованы лестницами и смотровыми площадками, что делает их доступными для большинства посетителей. Вдоль маршрута расположены чайханы, кафе и лавки с сувенирами. Подъем к 4-му каскаду хоть и крутой, но вполне преодолим для людей со средней физической подготовкой. Здесь часто проводят экскурсии, устраивают фотосессии и просто наслаждаются природой. Верхние 3 каскада – зона для хакинга, походников. Эти каскады не оборудованы лестницами и находятся в труднодоступной горной части. Чтобы добраться до них, нужно быть физически подготовленным и иметь опыт походов по пересеченной местности. Здесь нет инфраструктуры, только дикая природа, скалы и журчащие потоки. Именно поэтому эту часть водопада выбирают энтузиасты хакинга, на английском хайкинг, то есть пеших походов, стремящихся к уединению и настоящему приключению. Hoş gelmişsiniz Yetli Gözəl şəlaləsinə. Welcome to Yetli Gözəl Waterfall. Salamlar, привет. Всем привет. Парни местные, габалинцы. Haberler sen Azerbaycan'da da Aksu. Один из них из Аксу, второй Габала, Kobustan, Кобустан, Kürdəmir. Кюрдемир. С разных мест приехали, в общем. Что тут продают? Травы, варенье, картошка. Картошка, каштан, гранатный сок. Сколько стоит каштан? 5 манат один кап. Это не жареные? Это бишмиши бурдат. А, жареный 5 манат. Там где-то штук 10, да, наверное? 5 манат. И соки делаете, да? Молодцы. Сувениры с азербайджанскими именами. В России проблема найти сувениры с азербайджанскими именами. 3 маната, сказали, стоят эти сердечки с именами. В Габале мы остановились у озера Нухургёль, тихого уединенного уголка среди гор. Его гладкая поверхность будто зеркало отражает вершины Кавказа, а вокруг тишина, свежий воздух и зелень.
Идеальное место, чтобы немного замедлиться и просто побыть в тишине. Озеро Нохургёль – это одно из самых живописных и популярных мест в окрестностях города Габала. Оно расположено всего в 3 километрах от центра города, в окружении лесистых холмов и горных вершин Большого Кавказа. Это место идеально подойдет для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, насладиться природой и сделать красивые снимки. До середины 20 века на этом месте было небольшое естественное болотистое озеро с заросшими тростником берегами. В 1949 году здесь построили водохранилище Нохур-Гышлак, благодаря чему водоем значительно расширился и приобрел современные очертания. Его основная цель – сбор и регулирование воды для нужд сельского хозяйства и водоснабжения. Озеро расположено в живописной горной местности, и его берега выглядят очень естественно. Вода чистая, с характерным голубоватым оттенком, как у многих ледниковых или тектонических озер. Вокруг густые леса и холмы, что усиливает ощущение дикой природы. Зеркальная гладь воды отражает горы и небо, создавая эффект двойного пейзажа. Купание в нем запрещено, но можно покататься на лодках, катамаранах или просто прогуляться по берегу. Озеро находится на трассе между Баку и Габалой, и к нему ведет хорошая асфальтированная дорога. Озеро Нохургёль расположено у подножия Большого Кавказского хребта, и именно его горы возвышаются напротив озера, создавая ту самую открытку, которую так любят туристы и фотографы. Сейчас мы видим южные склоны Большого Кавказа, в частности горы Туфан и Базар-Юрт, которые окружают Габалу. Высота некоторых вершин в этом районе достигает более 2000 метров. Эти горы покрыты густыми лесами, а выше – альпийскими лугами и скалами. Если ты хочешь поймать идеальный кадр с отражением гор в воде, лучше всего приезжать в теплое время года, утром, после дождя, когда воздух чистый, а небо прозрачное. Ну что, ребята, вы еще не подписались на мой канал? Подписывайтесь. Ну что ж, поехали дальше. Едем в сторону Туфандага. Это современный горнолыжный курорт, расположенный в городе Габала на склонах Большого Кавказа. Доехали до Туфандага. Туфандаг. На азербайджанском Туфандаг. Сейчас надо опять подниматься по лесенкам. Да, горы — это, конечно, красота. Кайф. Тут даже на лесенках снег. Покрытие не скользкое. На вид кажется скользким. Нет, не скользкое. В горнолыжном курорте Туфандаг есть несколько ключевых высотных точек, каждая из которых предлагает разные уровни катания и панорамные виды.
Верхняя станция канатной дороги – это точка Ятмыш-Гюзель, спящая красавица, 1920 метров над уровнем моря. Здесь расположена смотровая площадка и ресторан Chalet Steak and Wine House, считающийся самым высокогорным рестораном в Азербайджане. Сейчас я вам таблицу наглядную продемонстрирую. Итак, мы сели в кабину. Все кабины современные, закрытые, с панорамными окнами, едут мягко и быстро. Канатки работают круглый год, зимой для лыжников, а в теплый сезон для туристов, фотографов и просто любопытных. Максимальный перепад высоты от 960 метров до 1920 метров. И почти каждый подъем как маленькое приключение с видом на озеро Нохургёль, леса и хребты Кавказа. Hello. India. Yeah, I am from India. Hi, Harshad, I am from India. Namaste. Hello means in Milo. Hello, yeah. It's And you? yeah, same. You all from India. Namaste. It's all greetings. Сейчас на следующую вышку поднимаемся. Короче, поднимаемся вверх, поднимаемся, потом Аллах Акбар, А потом спускаемся. Hello from Kazakhstan. Какой город? Астана. Алга Астана. Наконец-то мы поднялись до самой высокой точки. Точка «Спящая красавица» на курорте Туфандак. Это самая высокая доступная вершина комплекса, расположенная на высоте 1920 метров над уровнем моря. Она находится на верхней станции канатной дороги L6 Ятмыш-Гюзель, Level 6, что в переводе с азербайджанского означает «спящая красавица». Hello, I'm from Nepal. Cool. How much time are you in Baku? Baku 7 days. 7 days? Yeah, 7 дней Baku. yeah. Which location have you visited during your trip? Here, Azerbaijan location. Gabala and Gabala, Gabala and Azerbaijan while Fire Temple. Fire Temple. храм огнепоклонников, конечно, посетили Габалу and Янардак. Yes. Yeah. Тут, кстати, не cold. It's not cold here, yes? It's cool. Not so much cold. No, not so much. Yeah. Okay. Say something in your language. For example, hello Baku in your हेलो language. बाँकु धेरै रमाइलो लाग्यो बाँकु आएको धेरै ठाउँमा घुम्यो आज 7 दिन भयो अब भोलि हामी राति करिब 11 बजे फ्लाइटमा हामी चाहिँ जाँदैछौँ धेरै नै खुसी लाग्यो very long. थ्याङ्क यू And धन्यवाद translate please in English. बाँकु प्लेस इज भेरी नाइस Очень красивое место Баку. I am still 7 days
Я 7 дней тут. Tomorrow is my flight. Завтра улетают. 10:45 p.m. I am back to Nepal. В Непал. Yeah. Delhi to Nepal. Baku to Delhi and Delhi to Nepal. Дели и потом в Непал. Yeah. Дели, ага. Thank you very much. Окей. Okay. Thank you. Okay. Bye. 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 Welcome to Nepal, please. Welcome to Nepal. Very beautiful place. Nepal is beautiful. Приглашают всех в Непал, говорят, красивое место. नेपाल एकदमै ब्युटिफुल छ। त नेपाल आउनु होला तपाईँ। नेपाल पनि योभन्दा कम छैन। हाम्रो तपाईँको बाटोको मात्रै असुविधा हो, योभन्दा पनि रमाइलो हाम्रो नेपालमा छ, जहाँ कि सरकारले अलिकता चाहिँ हामीलाई सुविधा दियो भने हामी योभन्दा राम्रो गर्न सक्छौँ। Thank you. Bye. One photo. One photo. Девушки из Баку, как думаете, им сколько лет? Оказывается, они учителя. I don't know Russian actually. I know English. Она знает только английский. Yeah. Как вас зовут? What's your name? Is it your first time? Here? You mean? No, it's my second time actually. I'm 25 years old. 25? Yeah. Но они не выглядят на 25. And you? 24. Ей 24 года. Похоже на 24 года? Я думал, это ученики. They like school girls or not? Yes. We're teachers. Yeah, actually we're teachers. Yeah. Teacher, 24 years. Her and 20. 5. And you? 21. What's your name? Ülker. Значит, привет от Ülker. Hi. От Elnura and hi. и Nergis. давайте всем привет. Hello. Come to Tufanda and have fun. Говорят, приезжайте сюда в Туфандах и получайте удовольствие. Yeah. Окей, thank you. Thank you. Bye bye. Вот такой билет у нас. Уровни L5 и L6. Сейчас я вам показываю снежную пушку. Она используется для искусственного оснежения трасс. Пушка распыляет мельчайшие капли воды, которые замерзают в воздухе и превращаются в искусственный снег. Она обеспечивает стабильные условия катания, поддерживает качество снега. Нам очень приятно вот здесь находиться и с вами вместе. Спасибо большое. В Это первый раз? кто-то Вы, наверное, не в первый раз. Ну нет, это второй раз. А были еще где-то в Азербайджане на горнолыжных? Да, были. Где? В Гусарах были. И где больше понравилось? Ну, везде хорошо у нас. А вы с какого города? Мы с Геокчая. Какой? Геокчай. Гёйчай. Да. А вы тоже с Гёйчая? Местный, Кабаленской. Кабалинский. Да, Вы часто сюда приходите? да, недели 2-3 раза. Так. Ну, молодцы, хорошего вам отдыха. Так, операция по спасению девушки. Она застряла тут. Сейчас я протяну ей руку помощи. Давайте, спасу вас. Идите, идите. Идите, спасу вас. Спас. Давайте представимся миру. Как вас зовут? Подождите. Вас зовут Севда? Да. Хорошо, что я оказался тут и вас спас. Да. Не... На хорошей прогулке. До свидания.
скипас на день стоит 29 манатов. Получается, скипас стоит 1600, около 1600 рублей. Дешевле, чем в Сочи. В Сочи 2500. Ну все, заканчиваю показ курорта Туфандак. Под конец покажу кадры из Сочи, как встают девушки на сноуборд. Конгресс-холл имени Гейдара Алиева, это здание. Центр Конгресса. Доехали сюда. Виды потрясающие тут тоже. Тут, в общем, мир сладостей. Мед можно купить. Разные сорта меда. Так, сейчас нам покажут гранатовые вина. Нар. Чье производство? Какой город? Шамахана. Это вот шамахинское производство, как раз где были сегодня. Сколько стоит? 30 манатов. Полусладкое. Тут разные эти чаи. Для чая добавлять липа. 1 килограмм 40, полкилограмм 20. 1 килограмм 40 Это пиликса манат. 15 манат, молочное молоко 15, однако. Это горный мед. Что это? Это горный мед. Это 1 килограмм 40 манат, 1 килограмм. Полкилограмм 20 манат. Что это? Это молочное молоко 15 манат, 250 грамм. Это пиликса одинаковый, 15 манат. Это лесной мед. Для чего началось здесь это? Что там? Это лесной мед. Это горный мед. Это шафран, Азербайджан шафран. Бакинский шафран. 1 грамм 5 манат. Шафран, Да. 1 грамм 5. 1 грамм 5 манат. Дорогой, да? Да. Это 4 грамм 20 манат. Это что? 1 грамм 5 манат. Шафран, да? Я шафран. Ол шафран. Да. Это бакинский шафран. Это габала шафран. Бакинский. Ол бакинский. Да. Это бакинский баклава, медовый баклава. Это спешл Баку баклава. Бакинский баклава спешл. 1 килограмм 40, полкилограмм 20. Одинаковый йог. Это высший самый хороший чай это. Смотри. Это лаванда, шафран, ясмин. 100 грамм 10 манат, 200 грамм 20 манат. Одинаковый йог. Все одинаково, да? Одинаковый йог. А Одинаковый. чай откуда, с какого региона? Ол регионы Азербайджан Ланкаран чай. Лянь-Карань. Да. Это Ланкаран чай. Это Ланкаранский старый чай. Азербайджан регион спешл. А в этом уголке продают сувениры. 30 манат, полкило весит.
Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я для вас стараюсь. Ролики снимаю в высочайшем качестве, 4К. Смотрите мои ролики про Азербайджан, Баку, Сумгаит. Сегодняшний ролик про Кабалу. Красивая сувенирчика. Вот эти мне больше всего понравились. Такие тяжеленькие. Это лампа Аладдина. Я много где видел и в России. Лягушками нас не удивишь. В России полно. Мне именно нравится вот именно чисто национальный. Чтобы сувениры с местным колоритом. Девичья башня. Стаканчики. Баку. Такие. А вот эти все это универсальные. И в России продают, и везде. Зеркала, это все ерунда. Ну вот разные армуды, стаканчики с бутой. Подсвечиваются. Тут разные стаканчики. Я такие не люблю, кружки, чашки. Да, еще здесь буду, еще надо лечить. Сундук. Вот где хранить надо капитал свой. Надежно. Машинки.